Протяжка. Есть протяжка. Продувка. Есть продувка. Даю ключ на старт. Беру ключ на старт. 5, 4, 3, 2, 1. Распакуем товары из Китая для электронных самоделок. Здесь 10 модулей для дома с AliExpress. И вот этих 10 упаковочек сейчас вскроем и посмотрим. А здесь у нас... Так, это у нас светодиодный драйвер. Рассчитан на постоянный ток. От 1 Вт до 36 Вт. Это можно выбрать на сайте продавца. Стоит в среднем такой драйвер 56 рублей. И начиная от 3 вольт, 3,2 вольта, и самый старший драйвер там уже идет 120 вольт на выходе. Сразу видно, что это качественный, это очень качественный, хороший драйверы. Такие драйверы, LED-драйверы, редко ставятся в лампы, хотя они для этого и выпускаются. Вот если вот откроем, значит, саму лампу, да, вот. Вот, кстати, видите, один сгорел и вся вышла из строя. Перегрелся, тут все это выгорело. Вот там внутри стоит вот такой модуль. Ну, тут его не выковырить, а вот из этого можно выковырить. Вот видим, вот такой стоял. Довольно-таки плохенький. С одним конденсатором. Они быстро выходят. Поэтому в Китае как делают? Плохие драйверы ставят в лампочки. Они работают в режиме перегрузки. При этом светят ярко и выходит. Максимум работает такая лампочка год. Поэтому эти лампочки я не выкидываю. Это вот я возьму. Ну, одно из применений, это можно вот, видите, поставить внутрь и все. Заменить на более надежный вот такой драйвер. Подключать я вот не буду, потом сделаю отдельно, наверное, обзор-тест вот этих драйверов. Подключим, небольшое видео сделаю. Сегодня распаковка. Так, давайте в сторону и посмотрим следующее. И пошли смотреть дальше. Так, здесь можно открыть так вот. Смотрим, значит, здесь вот в таких антистатичных пакетиках находится. Ну, давайте вот это откроем. Здесь у нас находятся мощные светодиоды на 1 Вт. Вот такой на 1 Вт. В другом пакетике вот такая штучка, подложка. И сразу откроем третий пакетик. SMD, значит, светодиоды. И давайте сразу по характеристикам. Значит, это 1-ваттный светодиод, 350 мА. Напряжение подается от 3 вольт до 3,6 вольт. В упаковке их 100 штук.
И вот этих также подложек алюминиевых 100 штук. Давайте сразу проверим, алюминий, не алюминий. Но видим, не магнитится. Здесь, значит, у нас подложечка стальная, что не есть гуд, но магнитится. Будет маленько хуже отводить тепло. Так, здесь у нас светодиоды 200 штук, 5630 маркировка идет, 0,5 ватта. Себе заказал белый свет, значит. Питается от 3,2 до 3,4. Ну и видим, пока доехала, пострадали некоторые светодиоды. Так, ну давайте это недолго подключим, посмотрим, рабочие ли светодиоды, сколько они потребляют, выставим и включаем. .3,6, ток 0,7 ампера. Ну, где-то они 3-ваттные получаются. Так, ну давайте на упаковочку глянем. Видим 3 ватта. Значит, я запамятовал, заказал 3-ваттные, а не 1-ваттные. Это 3-ваттные светодиоды. Что еще лучше? Так, давайте следующую. Так, здесь я заказал несколько USB зарядок. Давайте еще откроем, сразу все достанем. Цена данных зарядок где-то 86 рублей или $1,5. Я посмотрел, какие чаще люди покупают, потому что их множество зарядок. В основном они горят, перегреваются. Ну, вот эти более-менее 3 зарядки, которые я выбрал и заказал все для теста и для своих электронных поделок. Там что-нибудь своими руками сооружу с них. Потом увидите на канале, что я с ним буду делать. Вот такая, значит, зарядка. И давайте еще одну. Запаковали так себе. Нет, тут поролоны не пожалели, поролону много положили. Так, цена одинаковая, количество портов разное. И характеристики разные, значит. Вот это на 1 порт, это на 2 порта, это на 3. Цена 86 рублей. Значит, у нас тут голубеньким подсвечивает, таким оранжевым и без подсветки третий. Так, включим, значит, выходное напряжение. На холостую ничего не гудят они. 5,17. $5,13. $5,20. Вот на это чуть-чуть вольтаж прыгает. Давайте, значит, подсоединим по прямому назначению, значит, зарядить планшет. Значит, у этой модели было заявлено 1 ампер, но немножко не дотягивает, 0,86, но и то хорошо. При этом меньше 5 практически не опускается, 5 вольт держит и 0,9 ампера. То есть довольно-таки честная зарядка. Довольно-таки честная зарядка. Давайте еще одну глянем. Я даже удивлен, что будет такой результат. Ну, видим 1 ампер. Это еще лучше. 1,05. 5,07 на выходе. Вообще замечательно. Не ожидал. За такую цену,
что еще будет работать как-то. Вообще напряжение, сила тока, все стабилизированно держится. 4,97 напряжение, 0,7. Так, давайте я, наверное, хочу открыть и посмотреть, как они там внутри, какие там платы стоят. Вот такая плата. Небольшой трансформатор. Ну, в принципе, если посмотреть, то очень даже прилично и хорошо сделано. Очень грамотно, правильно все сделано. Сейчас все раскурочим. Для зрителей не жалко канала. Так, ну смотрим. Один в один, как и в предыдущей, точно такая же схема. Ну да, тут сказать, схематика чуть-чуть попроще будет. Но проще не есть хуже. Вот, высоковольтная сторона, она разделена через трансформатор. То есть тут трансформатор не работает как дроссель, а работает как по нормальной схеме. То есть приличная схема. Приличная схема, тут стабилизация, напряжение и потоку, все присутствует. Все по-взрослому. За 86 рублей, напоминаю. Давайте третий откроем. Но здесь не должно быть. Нет. Так, тут еще. Тут не должно ничего хорошего внутри быть. Она маленькая, туда ничего не должно поместиться. Так. Открыли. Видите, как я научился их открывать. Но все равно они всю ту же схематику в миниатюре воткнули сюда. Воткнули сюда. Вот что и удивительно. Все-таки в Китае работают над качеством. И даже вот такие дешевые зарядки, на удивление, довольно-таки приличные. Так, давайте еще откроем следующую. Посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас у нас вольтметр. Значит, здесь вот так подключается, отдельное питание идет и два вывода. Схема на экране и в описании будет. Вот два мощных провода таких здесь. Такой я первый раз заказываю. Модельки все отличаются друг от друга способом даже подключения. Поэтому схему смотрите, которую я вывел на экран. Вот двухцветная, синяя, красная, подключать не буду. И ставится в лабораторнике. Ну, кто куда. Давайте вот этот интереснее товар в пакете. В общем, это тестер. Ставится также в лабораторнике. Куча показаний. Здесь, значит, дополнительно термопара подключается сюда вот. И если вы будете больше там 5-8 вольт подключать, то можно и не пользоваться отдельным шнурком питания, отдельным проводом питания экрана. Ну, смотрим, тут из особенностей не видно никакого шунта. Какой-то датч-холл или что, не видно подстроечных резисторов. Здесь заявлено класс точности 1. Так, заработал, видим все на китайском языке. Так, все показывает.
Так, давайте зайдем в заводские. Так, 300 вольт, более 300 вольт чего-то тут. Ребята, я что-то нажал, потом я сделаю обзор, больше 100 ампер. Здесь что-то можно выбрать. Придется сделать потом обзор на него, тут нужна русификация. Все на китайском. Надо перевести хотя бы на английский. Так. И следующее открываем. Открываем, наблюдаем. Значит, тут у нас диммер. Я себе уже заказывал, я на базе его уже там кое-что смастерил. Если интересно, подписывайтесь на канал, около сотни видео. Заходите, смотрите там, какие электронные поделки делаю. И подписывайтесь, жмите колокольчик на новые выпуски. Так, ну это диммер, значит, переменное напряжение 220 вольт на 2 киловатта заявленных. Регулирует плавно обороты двигателя, температуру, свет этим диммером можно регулировать плавно. Ну, такие они уже проверены, нормальные ходовые диммеры. Заказ у надежного продавца. Доставка очень быстрая. Все пришло, все видим качественно. Пайка, нигде ничего не нарушено. Выглядит очень хорошо, сделано очень нормально. Это на 2 киловатта, значит, заказал еще на 4 киловатта. И по 4 киловаттам там есть кое-какие вопросы у людей. Мы их проверим, эти вопросы, потом в следующем обзоре. Так, открыли, отрезали. Открыли, отрезали. И достаем. Тут у нас вот такой, выглядит чуть побольше. Так. 220 вольт, напоминаю, 4 киловатта. Заявлено продавцом 4 киловатта. Развитый такой радиатор по сравнению с предыдущей моделькой. Площадь отвода тепла раза в 2 или в 3 больше от семестра. Видно везде тут торчит термопаста. Есть термопаста, что бывает редко. Ну, плата так средненько отмыта. Пайка нормальная, везде все сделано хорошо. Идут с ручками. Вот этот болтается, не закреплен. Здесь, видите, отдельная площадка, его закрепили, и он жестко здесь просто держится на ножках на своих. И вот маленько ходит. То есть как-то закрепить маленько будет сложновато такой диммер, так как нету собственной площадки. Температура, значит, нагрева до 80 градусов обещает. Ну, надо включать и смотреть это потребителя. Нажимайте на колокольчик и встречаемся уже на этой неделе в новом видео. Пока. От музыки мне так легко. Готов я ехать далеко. Господа, это лайк.